Сейчас рассмотрим, что же такое электрическое напряжение. Электрический ток, протекая через данный потребитель, производит какую-то работу, например, нагревает нить электрической лампочки, притягивает якорь электромагнита, приводит в действие ротор электродвигателя и так далее. Производимая работа зависит не только от протекающего количества электричества, но и от приложенного напряжения. В этом мы можем убедиться, посмотрев на рисунок 3.6, на котором показана лампочка для карманного фонарика и обыкновенная лампа накаливания в 40 Вт. Через обе лампы протекает ток примерно 0,2 ампера, то есть за единицу времени протекает одно и то же количество электричества. Однако вторая лампа светит намного ярче, потому что приложенное напряжение больше. Здесь может возникнуть вопрос: поскольку количество электричества одно и то же, то почему во втором случае электроны являются носителями большей энергии, и отличаются ли чем-нибудь входящие в лампу электроны от выходящих из нее? За объяснением обратимся к рисунку 3.7, на котором показано два случая вытекания одного и того же количества воды, падающей с различной высоты. И здесь можно задать вопрос: почему во втором случае энергия водных частиц больше? Энергия частиц воды обусловлена земным гравитационным полем. Когда частицы падают в направлении поля, они выделяют энергию, которую можно использовать. Таким же образом, энергия электронов связана с электрическим полем, созданным источником тока. Это поле действует на каждый электрон так, что электроны при движении выделяют энергию. Но в то время как частицы воды падают всегда к центру Земли, электроны падают от одного полюса источника к другому. Напряжение между двумя точками электрической цепи измеряется произведенной работой по переносу единицы количества электричества из одной точки в другую. Единица измерения электрического напряжения называется вольт, в честь великого итальянского физика Александро Вольта. Между двумя точками существует напряжение в 1 вольт, если для переноса одного кулона электричества произведена работа в 1 джоуль. Единица джоуль подробно рассматривается дальше. Следовательно, можно записать: 1 вольт равен 1 джоуль, деленное на 1 кулон. В электротехнике принято напряжение обозначать буквой У, а работу или энергию буквой А. Обратите внимание, что в технике работа и энергия одно и то же понятие. Таким образом, выше приведенное равенство математически можно представить формулой U равно A, деленное на Q, то есть напряжение равно работа, деленная на количество электричества. На примере посмотрим, как можно использовать эту формулу. Пример. Найти напряжение на клеммах потребителя, если через них протекает количество электричества 0,002 кулона, а произведенная работа равна 0,08 джоуля. Подставляем данные в формулу и получаем U равно A, деленное на Q, то есть 0,08 делим на 0,002. Умножаем числитель и знаменатель на 1000 и получаем 80 деленное на 2. И вот в результате получаем 40 вольт. Кроме единицы напряжения вольт, на практике часто используются более мелкие единицы: милливольт, 0,001 вольта, и микровольт, 1 миллионная доля вольта, который можно записать таким образом: 1 вольт равен 1000 милливольт или 10 в третьей степени милливольт. 1 милливольт равен 1000 микровольт или 10 в третьей степени микровольт. Приведем несколько примеров.
Напряжение, которое радиопередатчики вызывают в приемных антеннах, представляет десятки и сотни микровольт. Напряжение, вызываемое в микрофоне при наличии звука, десятки милливольт. Напряжение на клеммах маленьких круглых батареек для транзисторных приемников 1,5 вольта. Напряжение на выводах плоской батарейки 4,5 вольта. Напряжение на клеммах автомобильных аккумуляторов 12 или 24 вольта. Напряжение центральной батареи телефонных аппаратов с центральным питанием 60 вольт. Напряжение в осветительной сети 220 вольт. Напряжение на линиях электропередач достигает 400 тысяч вольт и больше. Напряжение молнии десятки миллионов вольт. Для измерения напряжения используется специальный прибор – вольтметр. Когда нужно измерить напряжение между двумя точками данной электрической цепи, вольтметр подключается к этим двум точкам без разрыва цепи, как показано на рисунке 3.8. Как и при включении амперметра, здесь тоже нужно соблюдать полярность, то есть положительный вывод вольтметра должен соединяться с плюсом источника, а отрицательный вывод вольтметра должен соединяться с минусом источника. Многие вольтметры являются частью комбинированных измерительных приборов и снабжены переключателями для разных диапазонов.